Ребята, всем привет! Это обзор персонажа. Меня давно не было. Январь месяц, можно сказать, я отдыхал, был такой небольшой отпуск. Вот, поэтому не записывал никаких видосов. И, соответственно, предыдущее видео вышло со старым еще обменом, то есть с прошлого месяца. Но я туда впихнул и новый обмен. Такое достаточно информативное видео получилось по прокачке персонажа. Хотя я там много не показал, что обычно показываю. Там ивенты, как я их делал и так далее. Вот, но я думаю, это не особо интересно. Более интереснее было как раз посмотреть результат. Так, на данный момент вот такое количество БР имеем. Вот такая стата. Вот, и давайте по порядку. Хотелось бы поговорить, ну, по крайней мере, не поговорить, а просто произнести вслух такую проблему, с которой столкнулись, наверное, все игроки в этой игре. Начали пропадать вещи, что-то непонятное происходит с сервером. Начали пропадать вещи, причем пропадают они как с основного рюкзака, то есть вот отсюда, да, так и с рюкзака гильдии. Я слышал, что пропадает вообще все подряд. То есть нет каких-то вещей, которые не пропадают. Пропасть может что угодно. Причем пропадает даже с почты. То есть вот вчера игрок был в гильдии. На следующий день он заходит в игру. Все вещи, которые вот в рюкзаке гильдии находятся, они у него попадают в почту. И после этого с почты пропадают. У многих ребят кристаллы стихий просто стали невидимы. Их нельзя было ни достать, то есть что-то с ними сделать, там поменять, обменять, это было невозможно. У кого-то они просто пропадали, и ячейки заново были закрыты, как будто они еще не открыты. Вот. Единственное, что пока не слышал, чтобы пропадали вещи вот с этого рюкзака, который открывается за баллиной. То есть я вот сам сейчас все самые ценные для себя вещи я храню здесь. И пока, ну, слава богу, ничего не пропало. Отсюда, по крайней мере. Отсюда с основного рюкзака у меня пропадало много вещей, но важных и ценных вещей не пропало. Хотя вот у моего боевого товарища, у Матумбы, у него пропали, насколько я знаю, вот элементы на лавового дракона, и пропало много элементов вот на сферы, фиолетовые и оранжевые. То есть вот, грубо говоря, примерное количество, ну, как у меня, может быть, чуть поменьше у него было, вот это все пропало. То есть все, что было скоплено за вот этот весь период игры, у него пропало. Это, конечно, очень обидно. Вот, погнали дальше. Что из значимого произошло? Я создал 2 ветра наивысшей эволюции. Пока они не особо сильно прокачаны, потому что прокачиваются они за продвинутый горох. Вот, соответственно, пока я их не качал продвинутым горохом. Одного сильфа уже качаю до красной стихии, до красной эволюции. Да, вот тут осталось совсем немного, и уже он будет у меня красного качества. Ну, потом постепенно второго тоже прокачаю, вещи перекину вот отсюда. Здесь у меня есть 4 вещи, и с огня. Тут тоже 4 вещи, они пока, ну, не прокачаны, ничего с ними нет. Скиллы, как можно видеть, здесь уже стоят. То есть стоит воровство и стоит усиление. И на одном, и на втором сильфе. Так, по основному сильфу я его докачал до 350 тысяч БР, что уже неплохо. Все вещи, как можно заметить, стали красного качества. Я их потихоньку качаю. То есть 2 вещи прокачаны до максимального уже уровня, зачарованы. 4, ну, в среднем здесь они имеют 15 уровней. То есть еще можно продолжать делать зачарование. Но осталось немного, на самом деле. По скиллам осталось заменить 2. Вот этот пассивный, который дает хаос, он не нужен. Нужна вот такая пассивка, только вот это защищает от тьмы. Нужна такая же, только от света.
вот сюда. И вот этот вот Laser Blade я бы хотел поменять на массовый скилл, который бафает 5% к дамагу. Вот, вот эту пассивку решил, ой, точнее, вот эту ульту, которая хилит, решил не менять, потому что она очень круто в бою иногда спасает. То есть реально, когда ты сражаешься один против двоих, она прям очень-очень хорошо хилит. Конечно, она не так сильно пробивает, но в целом очень хорошо хилит. То есть бывают моменты, когда она прям спасает, реально спасает. Так, по камням. Ну, камни особо я не прокачивал, то есть есть часть камней там 9 уровня на атаку и часть 8 уровня. ХП все 8 уровня, здесь все камни. Ну и защита там все, что остается. 7, 6, 5 и так далее. Так, что еще из значимого? Прокачал дракона до максимума, то есть все, он докачанный. И практически завершил уже, ну как завершил, еще почти, не почти, а 860 тысяч, это много. Вот, но в целом я очень сильно прокачал этого дракона. Почему? Потому что я слил вот эти вот все, вот сейчас буду отмечать, проходить их, а вы поймете все, что я слил туда. Камни титана я все слил, элементы для сильфа я все слил, сердца и вот все вот эти вот лунный камень, песок для сильфов. Я подумал, они мне не нужны. И вот в общей сложности ресурсов накопилось где-то на 1,5 миллиона. Даже чуть побольше, там 1 600 000. То есть вот я все вещи ненужные и элементы, ресурсы собрал, залил в дракона, и вот примерно на 1 600 000 очков я его прокачал. Это очень здорово. Почему? Потому что впереди еще 2 дракона, и они, к сожалению, качаются исключительно временем. Потому что такого количества ресурсов для того, чтобы их прокачать, ну, просто взять неоткуда. То есть еще какие-то ресурсы, которые можно туда вкинуть, но пока в этом нет смысла. Покупать вот отсюда с лавки камни вот эти достаточно дорого. 100 миллионов голды дают всего 15 тысяч очков. 15 тысяч очков для дракона, ну и соответственно 15 тысяч очков. Ну, грубо давайте так, миллиард это 150 тысяч очков. Да, то есть для того, чтобы прокачать там миллион, нужно несколько миллиардов голды, и это по голде достаточно затратно. Затратно почему? Потому что не прокачаны до конца еще ячейки. То есть есть еще куда расти и есть еще что здесь качать. То есть здесь 6 одна ячейка вот 9 на атаку, 8 на уменьшение урона, а остальные тоже 6 уровня. Ну и атака вот 7. То есть сюда еще зайдет ну приличное количество голды, потому что с 8 на 9 получается 1,5 миллиарда голды надо, с 9 на 10 2 миллиарда голды. Вот. Примерно, если учесть бонус, который иногда выстреливает, да, то есть там бывает не по 10 очков дается, там по 15, по 16, ну, примерно сюда войдет. Вот в 2 миллиарда получится где-то, наверное, 1 500 000 000, 1 600 000. Ну, сюда, наверное, 1 миллиард зайдет. То есть, в целом, еще миллиардов 10 голды сюда улетит. Возможно, даже 12-15. После этого уже можно будет качать дракона. То есть, покупать вот те камни красненькие и закачивать. Но это, опять же, не быстро. Насколько я знаю, full дракон, то есть вот здесь есть influence показатель, который дает 10 тысяч influence, и здесь еще, так, здесь 700, и где-то, по-моему, еще был. Так, сейчас посмотрим. Возможно, я и ошибаюсь. Ну, короче, инфлюенса больше 10 тысяч ни у кого
Нет. Даже среди самых первых топов гильдий, то есть можно посчитать, если там сферы, сколько они дают в общей сложности, там, инфлюенса, да, то можно посмотреть, что у топов, ну, нет такого количества, которое бы дал дракон вместе со сферами. То есть он еще до конца не прокачан даже у самых топов. Это говорит о том, что... Ну, это говорит о многом. Это говорит о многом. Топы, как минимум, которые играют уже там 4-5 лет, есть здесь такие топы, они как минимум 2 года, я думаю, свободно уже не нуждаются в голде, возможно, даже 3, и всю голду они спускают в дракона, и все равно не докачано. То есть можно представить, насколько долго это все будет качаться. Вот, так что здесь я иллюзий не питаю. Я так понимаю, не за донат. Ну, только временем это качается. Только длительным временем. Поэтому, что имеем, то имеем. Так, по сферам, кстати говоря, в видео можно было видеть, что я прокачал вторую сферу. Я ее сделал фиолетовый, розовый, точнее. Да, и вот на третью сферу я уже накопил 1000 вот этих вот элементов. Ну и, соответственно, осталось еще 1000, и будет третья фиолетовая, розовая сфера. Что еще хотел показать? Что еще? Камни. Начал делать камни. Начал делать наконец-то камни. То есть я сделал full 12 камни. Везде стоит. И начал делать двойные камни. То есть наконец-то начал повышать атаку. У меня там были и 10 и 11 стояли камни. И я специально не делал двойные камни 12 уровня, пока оставались там 10 и 11. То есть было принято решение сначала сделать full 12 камни, и уже после этого делать двойные. Ну, собственно говоря, я так и поступил. Вот, и уже есть 4 двойных камня. Ну, потихоньку сделаю на атаку. Все баночки есть. Баночки, по-моему, в этом рюкзаке у меня. То есть здесь их какое-то количество скоплено. Вот, 31 баночка есть. Вот, но по мере того, как я буду создавать камни, по необходимости, если что-то вдруг мне нужно будет, я буду докупать. Кстати, посмотрю сейчас в магазине, не знаю. Может быть, они здесь продаются. VIP-магазин закрыт. Сейчас посмотреть нельзя. Но я думаю, в VIP-магазине можно приобрести их, если что вдруг срочно надо. Либо вот на таких ивентах, да, то есть тоже можно обменять здесь 80 элементов на одну баночку. Ну, либо вот в этом обмене. Здесь, по-моему, тоже баночки где-то были. Да. То есть в целом, как бы с ними проблем нет. Их потихоньку можно крафтить, эти баночки, обменивать. Вот. Кстати, насчет обмена. Все, я жду Golden Gimini, но он все никак не появляется. Вот уже второй раз. Причем Red Snake, его, по-моему, в позапрошлом месяце выставляли его. Или 2 месяца назад. Ну, то есть вот прям относительно недавно. И снова он. Ну, уже бы поставили бы Жуяна, либо Golden Gimini, я бы уже их забрал и не парился бы за конюшню, потому что конюшня, кстати говоря, уже 28 500. 28 500. Ну вот не хватает мне, реально не хватает мне 3 коней. 3 коня прям очень-очень нужны. Остальные уже по мере игры будут потихоньку добываться. Вот Golden Gimini на плюс 700. Жуян на плюс 500. И есть здесь еще вот такой дракончик на плюс 500. Вот эти 3 коня, и я бы о конюшне прям подзабил бы я на нее. То есть я уже бы на ней не концентрировался. А сейчас приходится, то есть я создаю специально вещи, например, под божественную закалку. То есть я вот создал меч красный, создал артефакт, который можно будет закаливать, да, специально для того, что вот жду
жду, как появятся кони, чтобы делать фулл-ивенты на божественную закалку и забирать как можно больше элементов для обмена. Ну и, конечно, не обойдется без доната. То есть на этих 3 коней я буду донатить. Кстати говоря, в целом я вот последние 1,5 месяца прям так приостановил донат, то есть сильно не донатил. По-моему, за все это время я один раз купил 2000 баллинов. Там были вещи, которых у меня не было. Вот. И, наверное, и все. Ну, соответственно, я сделал это на двойные баллины. Вот. И у меня там были какие-то остатки. Вот 8000 баллинов лежат. Я их особо пока не вижу, куда спускать. Так, и еще, кстати, новость из последнего. Я купил первый рецепт виртуоза. Купил я его на повышение рез. Для чего? Для того, чтобы как можно сильнее пробивать игроков. Потому что в последнее время я столкнулся с такой проблемой. Даже с игроками нашего сервера я их не пробиваю. То есть я захожу в бой, плюс-минус с игроком своего уровня, ну, может быть, чуть-чуть он там посильнее, 2,5 миллиона, там 2700 БР. Мы бьемся в сильфах, и я не пробиваю, вообще не пробиваю. Ну, здесь можно, конечно, посмотреть, что Total Res Reduction 1433, это очень мало. Поэтому было принято решение поднимать именно рез. Ну и сейчас я покажу вам, что нужно для того, чтобы сделать эту закалку. Так, где? Ага, вот. Виртуоз. Вот он, этот рецепт. И посмотрите, что на него нужно. Eternal Light 2 штуки и Void Crystal. Кристалл бездны. То есть по 2 вот таких элемента. С Eternal Light все просто, у меня они есть. Кристалл пока только один. Ну, один такой. Кристалл буду делать. И для этого нужно прокачать последний оставшийся навык. Виртуоза Extraction. И ну, видно, да, у меня 19 тысяч, нужно 50. Я думаю, через недельку примерно я закрою и сделаю первое зачарование виртуоза. Ну, видели, да, рецепт дает немало. Он дает 200-250, то есть сразу к 1400, да, прибавится минимум 200. А на вторую, если сразу сделать еще и вторую брошь, ну, посмотрим по ресурсам, если будет хватать, то есть скрафтится. У меня здесь просто очень много чего накоплено. Я сейчас покажу, то есть что можно сделать. То есть у меня здесь накоплено элементов, видите, можно сделать очень много тут вещей, ну, достаточное количество для того, чтобы сделать какую-то часть элементов на виртуоза. Вот, но пока недоступен навык. Поэтому вот заранее приготовил. Дальше следующий рецепт, который буду покупать, скорее всего, будет на ХП. На подвеску. Вот, либо на оружие. Для того, чтобы игнорировать деф при ударе. Вот. Но здесь такой нюанс. Потихоньку копятся вот эти элементы для того, чтобы создать солнечный герб. Если я успею накопить, сделать герб и успею сделать подвеску, то сделаю следующим рецептом подвеску. Потому что здоровье, оно всегда с тобой будет. И это, наверное, второй разумный такой будет. Вторая разумная покупка рецепта. Вот. А дальше уже сделаем там деф, атаку, ну и так далее. Вот. Поэтому вот как-то так. Из последних новостей
вещи пропадают, сервер не работает очень часто, сервер очень сильно лагает. Не знаю, что происходит с игрой. Ну, что-то происходит. Что-то происходит. Непонятно, что там ребята делают, чем они занимаются, потому что проходит очень много времени, а результата нет. То есть что-то они делают с сервером, но непонятно, что они делают. Потому что ничего не улучшается. Плюс ко всему, если раньше поддержка работала быстро и очень быстро реагировала, то есть если у тебя какая-то возникала проблема, ты писал на почту разработчикам, да, ну не разработчикам, техподдержки. Техническая поддержка очень быстро отвечала. То сейчас, я так понимаю, вещи пропадают у огромного количества, если не у всех вообще людей на сервере, и все пишут, и понятно, что у них такой завал большой, что они даже не отвечают. То есть мне написал там админ, что мы передали вашу проблему разработчикам, и это было, ну, наверное, неделю назад, если не больше, и вот с того времени нет ответа. Ну, я так понимаю, у всех игроков так. Вот. Ну, не знаю, надеюсь, игру не закроют, как все предыдущие проекты. Будем играть, потихоньку развиваться. Вот, но пока вот так. Ну и давайте в конце сделаю такую небольшую оцифровку того, что есть в рюкзаке. Во-первых, это может быть кому-то интересно, а во-вторых, это плюс мне, для себя, потому что если вдруг завтра или послезавтра что-то пропадет, я смогу показать, что, ребята, вот у меня были вот такие вещи, а сейчас их нет. Верните. Ну, по крайней мере, будет какой-то материал как доказательство. Вот. Ну и на этом будем заканчивать. Скоро еще выйдет видео с большой распаковкой сундуков. Мой боевой товарищ Илья очень много накопил сундуков, и мы с ним эти сундуки открыли. И это я покажу в следующем видео. Все, всем пока. Увидимся в следующих видео.